Здравствуйте, дорогие друзья, мои любимые подписчики и гости канала. Мы с Трейси опять на даче. Смотрите, уже сколько дорожки мы сделали. Если честно, она мне снится уже даже. Я как-то проснулась недавно утром от того и понимаю, что мне сон снился, что я укладываю дорожку. Я мужу говорю, я ее и днем, и ночью, походу, укладываю. Трейси там что-то в куче нашла, может, очередного ежика, не знаю. Сейчас посмотрю, что она там делает. Помидоры мои все. Вот остались одни вот стебли. Я вчера все срезала нафиг. Решила уже не мучить их. А стебли оставила, чтобы муж выдернул. Потому что чего я буду лишние усилия прикладывать. Пусть он тоже не только дорожку делает, но и помидоры подергает. Клумбы мои цветут и пахнут, девочки. Какая красота получилась. Астры все вот эти вот у меня. А я тут какую-то стрекозу увидела странную. Это 2 стрекозы. Ну ладно, черт с ней, с этой стрекозой. Я хотела вам показать бамию. Вот она уже прямо выросла хорошенько. Правда, почему-то верхние листочки желтеют. Но она собирается цвести. Видите, уже прям бутончик. Не знаю, я ее сегодня порыхлила, прополола. Не знаю, может, подкормить чем-то, надо почитать, чем бамию кормят. Чехов называл ее царицей полей. Или, не знаю, это Хрущев кукурузу так называл. Ну, королевой он Чехов называл, наверное, а не царицей. Малинка начинает созревать потихоньку, некоторые ягодки. Основная масса, конечно, будет в сентябре, потому что это ремонтантная малина, но очень крупные ягоды. Это вот то, что я из Брянска от сестры привозила в том году. Она начала в этом году плодоносить. Вот, ну идем дальше. Я хотела еще топинамбур показать, он цвести собрался. Когда его копать-то надо, топинамбур? Может, тоже надо копать или после цветения? Не знаю. Здесь у меня никак руки не дойдут, грядка, цветущий редис и цветущая руккола. Пойдемте в теплицу. Я уже подставила такую палку, рогатку, чтобы немножечко приподнять тут веревки, и все это повисло под весом растений, вниз провисает. Это вот кивана начали завязываться, колючие. И с другой стороны у меня мамордика. Правильно говорить мамордика, но я как привыкла говорить мамордика, так я и говорю. Ждем они потихоньку. Это вот первые только завязи появились, я их только что и увидела. Вообще-то, ну, цветет уже много цветочков. Вот 3 завязи я нашла, может, где-то там в глубине еще есть. Огурцы потихоньку собираем. Сегодня здесь нет, потому что я вчера собрала. Вот маленькие мои, которые я посадила поздно, специально, чтобы продлить плодоношение огурцов. Вот они тоже уже завязали, маленькие огурчики. Скоро с этих будем уже собирать кустиков. Надеюсь, ничем не заболеют. У нас дожди каждый день. Вот смотрите, сейчас солнце светит, а тучи вокруг бродят. Сейчас опять начнется дождь. Поэтому и фитофтора. И в теплице у меня никогда не было, но в этот раз опять тоже фитофтора. Все обрезала, побрызгала по совету моей зрительницы Радомилом Голд. МЦ или МК, не знаю, что-то такое. Вот 2 буквы последние. Надеюсь, что хоть чем-то это поможет. Но если нет, так выдерем и купим ящик помидор. Перцы мои растут. Надо тут полоть опять и поливать. Баклажаны тоже растут. Баклажанов уже закрыла, наверное, 10 баночек. Такой какой-то вкусный салатик зимний. Мелотерия шершавая. Вы посмотрите, что творится. Она у нас заполоняет всю теплицу потихоньку. А ведь я ее не сажала. Она выросла из плитки, вот из дорожки между грядками. Я не знаю, сколько там, ну, наверное, 2 семечка, одно с одной стороны, другое с другой. Как маленькие арбузики. А на вкус, как огурцы. Чуть-чуть кислее немножечко, когда вот созреют. Немножко кисловатый вкус. Но можно закрывать, мариновать, как огурцы, и будет красиво выглядеть в банке. Видите, что творится? И с этой стороны тоже. Очень много. Арбуз мой засох. Сейчас я подойду поближе, покажу плети арбуза. Видите, там вдалеке. Все, висят листья. Единственное, стебли еще вроде более-менее зеленые, совсем не засохли. Но как только засохнет стебель, я буду
снимать арбуз. Походу он подхватил какое-нибудь фузариозное увядание или что-то в этом роде. Это часто бывает в теплицах. Смотрите, перец какой толстостенный, толстый такой прямо, и очень много на одном растении, потому что растение невысокое. Слизни, что ли, тут ползали по арбузу, следы оставляли. Походу, кто-то хочет съесть все раньше, чем мы доберемся до сюда. Ну все, здесь я все показала. Опять это мелотория. Вообще у меня ничего высокого в этой теплице, кроме арбуза, не было. А сейчас все заполоняет эта мелотория. Вышли из теплицы и сразу виноград. Я вчера тоже этим родомилом побрызгала и виноград. Ну, наверное, не было ночью дождя, надеюсь, потому что, видите, вот такие белые следы внизу листьев, как вот стекал этот раствор, чем я брызгала, засох. Надеюсь, это поможет от всяких болячек. Я, наверное, через неделю еще раз фитоспорином побрызгаю, потому что этот родомил, он от милдью, болезни винограда, а фитоспорин от аидиума, от растрескивания. Тучи все бродят над нами. И уже потемнело, уже даже солнце не светит. Это лук порей. Идем дальше. Ежевику в этом году еще не собирала, но сегодня, походу, придется собирать, потому что до выходных она обвалится вся. Вот, что-то у меня мутный какой-то экран, никак не пойму, как мне сфокусировать. Ну, короче, в результате я вам покажу, сколько набрала. У нас только-только... Но она постепенно зреет. Ее как-то вот, собрали. У меня муж с сыном постоянно каждый выходной ее подъедают. И вот я сегодня, наверное, первый раз буду собирать. Здесь уже объеденные ветки, но здесь еще что-то есть. Еще даже зеленые вон есть. Так, что дальше? Кукуруза. Посмотрите на кукурузе, что творится. Еще одна маленькая кукурузка выросла прямо на метелке, вместо метелки. Интересно. Так, куда мы идем? Дальше идем к батату. Это батат, не знаю, когда буду копать, обязательно сниму. Капусту я сняла, и представляете, вроде бы дождливая погода. Можно сказать, что, должна капуста быть хорошая. Это вот на кочерышке уже новые качанчики нарастают. За одну траву. Если видишь, надо выдрать сразу, потому что потом сюда не дойдешь. Крапива, я ее не буду трогать. Кила на капусте, на вот этой июньской, я начала когда срезать 4 последних кочана, пришлось обрезать их очень сильно, и слава богу, что я их не задержалась, начала вовремя снимать, потому что эта кила еще не распространилась так сильно. Батат тоже, уже на прополку я туда не полезу, там кое-где местами из прорези, видимо, вылезают какие-то сорняки, но полоть я уже не буду лезть туда. Свекла моя, я иду, что показать. Вот тоже то, что было, осталось от помидор. Одни палки торчат тоже. Это вторая грядка, чтобы муж выдрал. Все это ждет, не дождется. Кстати, картошку, которую я посадила после чеснока в надежде молодую в октябре копать, тоже фитофторой поражена. Тоже вчера побрызгала этим редомилом или редомилом. Не знаю, я его пока заказала, какое-то время прошло, пока он пришел, 3 дня шел. Я сюда опоздала, не знаю, поможет или нет. Здесь вот картошка вся заросла травой. Там клубничную грядку я наполовину прополола, наполовину тоже вся в траве. Завтра, наверное, буду этим заниматься. Это более-менее прополотая картошка, тоже уже одни ковылки стоят. Мои вот эти поздно посаженные кабачки начали тоже плодоносить, завязываться. Посмотрите, потихонечку вяжут. И даже зебра у меня тут 2 куста оказалось. Хотя я сколько раз не сажала на рассаду, они у меня или не всходили, или даже не проклевывались семена. А тут я вот просто в грядку скинула, и они взошли. Вот это тоже малина, которую я из Брянска привозила от сестры. Но она в этом году еще не плодоносит. Будем ждать от нее в следующем году. Слив собрали 3 литра. Вот 2 дерева или 3 у нас таких уже старых.
Но у нас они цвели очень хорошо, но просто попало в такой заморозок, что пчелы не летали, не опыляли ничего. Поэтому, конечно, слив мало. Мы тазиками прошлые годы отдавали друзьям и знакомым, а в этом году 3 литра всего. Свеколка потихоньку начинает подрастать, но еще мелкая. Это тут я пока самую крупную показала. Так вот почти еще не это. Надеюсь, но тут и ботва какая-то не очень хорошая. Обычно зеленая такая с бордовым, а тут бордовая почти без зеленого. Остатки кукурузы, капусты и несколько бамий. Тут вот приткнула все остатки. Дорожки осталось совсем чуть-чуть, наверное, 4 метра сделать. И будем есть шашлыки по этому поводу. Потому что мы как проклятые, как рабы на галерах, только и делаем, что в выходные укладываем эту дорожку. Но еще проблема в том, что мы сначала дожидаемся, пока сын проснется, чтобы он как бы нам помогал и был вместе с нами, потому что совместный труд объединяет. Ну и, соответственно, просыпается он не раньше 12 дня. Программист, что вы хотите. Тресси наслаждается с хорошей погодой, пока дождика нету. Цветочки опять. Как я люблю лето, цветы. Конечно, они у меня тут среди сорняков в беспорядке, но все равно глаз радует. Роза в этом году как-то разрослась. Это странно, ничего не растет толком, а роза, он несколько прямо стеблей с бутончиками. Листья, конечно, у нее. А пахнет она, знаете, как пахнет? Прям вообще обалденный аромат. Прямо даже от теплицы стоишь, когда и чувствуется этот запах от одного единственного кустика роз. Какие у нас новости? У нас еще новость, что Тресси оказалась опять покусанной собаками соседскими на даче. Я не знаю, что это за собаки, я не выглядывала. Тресси, подойди сюда. Давай, подойди ко мне. Да стой, я покажу. Вот, видите, кусок щеки выдрали. И около глаза там немножко, и с этой стороны около глаза. Потому что она лезет смотреть, морду сует под ворота. И она же не может пролезть через эту щелочку 10-сантиметровую под воротами. А зато с той стороны собаки подбегают. Они кусать начинают. И им как раз простор, чтобы отбежать, очень большой получается. Муж мне говорит, надо было открыть калитку, и пусть бы она гоняла там всех этих шавок. Но я пока дошла, уже все кончилось. Уже щека была выдрана, и глаз тоже почти пострадал. Она вообще полдня проводит, выглядывая под ворота. Вот так вот лежит, нос высунет и смотрит, там обгавкивает всех. А я хотела показать сегодняшнюю добычу. Огурцы и кабачки я вчера собирала, ничего сегодня нет. Здесь вот 3-литровая вот эта емкость, ну где-то литр, может чуть побольше. Кукуруза начала зреть. Смотрите, какая смешная. Кукуруза с кукурузенком. Начинается сезон, когда весь урожай домой тащим с полными сумками. Астры, я балдею от них. Такой цвет приятный. Если вам понравилось это видео, ставьте лайк, пишите комментарии. Конечно же, подписывайтесь на мой канал, если вы еще до сих пор не подписаны. И огромное спасибо всем, кто досмотрел до конца.